Так, у нас какая-то фигня. У них подлодка. Монтана у них. Ну да, у нас Аегис. Нормально. Пусть бодаются между собой. Смарт. Флетчер. Плохо. 124-й пофигу вообще. По существованию таковое. А здесь у нас будет какой-нибудь прострел? Мы можем где-то здесь в центре закрепиться и отработать куда-нибудь кого-нибудь? Вот здесь, например, мы можем. Да твою-то бога душу! Купил здоровую баржу, блин. Так ты хотя бы смотри, куда ты лезешь на этой барже. Ну что, это полезет, нет? Сейчас отсюда залезет один. Если зритель такое. Не, он пролез мимо. Ну и хрен с ним в таком случае. Так, у них там линкор торчит. А линкоры, они имеют свойство торчать неподвижно. Очень долго. Иу. Так, у нас минус. Зашибись. Красавец. Что еще сказать? Так, какой-то там плавал где-то там слева, ну и хрен с ним. Так, что я тут стою? Надо что-то делать. Эти там стоят, мне надо что-то делать. Вперед, 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 вперед. Этот куда-то вперед пошел. О, понятно. Может, за ним пойти? Вдвоем сломаем лицо. О, ты что, прикалываешься? Приколист, блин. Ворвался, понимаешь. Вот, смотри, что нашел. Прикольно. Ходим назад, и все, он бесполезен. А я не наблюдаю. Тут вообще остров, так что мне пофигу на него. Что? Что? Так, линкор. Давай что-то думать. Давай заберем этого слева. Их линкор нам вроде в этом мешать не собирается. Он вообще не собирается. Вообще просто как таковой не собирается. Никуда. Так, кидались, толку 0. На. Ну куда ты? Свалил, бросил меня. Бросил меня против подлодки. Нехороший человек. Так нельзя делать. И нафиг с вами. Самыми. Эх ты ж, дай проехать. Коротайка. Я тут героически сражаюсь с подлодкой, а ты просто так стоишь. Так что ну тебя нафиг. Я за линкором буду бегать, как привязанный. Он всех будет бить, а я как бы буду ему снаряды подавать. Давай, ты-дыщ! Бочину, ну, в цитадель ему в самую больную. Нет? Ну что ты ждешь-то? Я выскочу, что ли? Его покараю? 1,7 это кто у меня там? Это подлодка. Тихо, тихо, тихо. Не мешаем ему, не мешаем ему. Ух, прямо они там все. Это там так и торчит, да? Ой, он хорошо торчит, кстати. Куда-то он там где-то там был. Так. Что, будешь на линкор выпендриваться? Типа, дофига умный? Давай. Бэм! 80, 100 с чем-то, а? Что, еще хочешь? А, еще, мне пофигу. А, они в берег попадут. У него еще и ловушки. Такой наглый. Рожденный. Иди в баню. На тебе.
Бомбанет, помоги! О, его доберут торпеды? Да! Линкор с тебя литр, короче говоря. Я убрал самую страшную тебе угрозу. А где ты вообще? Да мне он уже сдриснул. Это очень быстрый линкор. А что это такое? Наш линкор очень быстро убегает в случае чего. Прям он как метнулся, и все, и нет его. Что там, попытка выйти на линкор, да? Это печальная будет попытка. Держи. Оп. Эх ты. Держи. Зашло. А если я сейчас попробую сделать хитрость? Хитрость будет заключаться в том, что я вот так вот отъеду назад и буду кидаться через эту штуку в него из граников. Я думаю, ему это не понравится. Но вы не поверите, мне пофигу. Даже из пушек перекидывала. Нормально. О, урона не зашло больше. Че, выход, выход? Ну так выход, тогда выход. Погнали все. Давай его там бросать, что ли, буду. Пойдет. Так, тупим, 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 тупим. Шотного, шотного, вот того дальнего. Фил. Это нафиг с своими ракетами. Так, минус у них линкор, у них остался этот эсминец, которого сейчас сожрет, скорее всего, наш линкор. У них остается вот тот, который 5,9 километра. Эй-ей-ей-ей-ей. Как-то не очень я, конечно, этот самый отстрелялся. Как тебе еще? Бэм! Зашло. Что-то куда-то зашло. На, держи. Что-то куда-то зашло. Ну, погнали, ближний бой. Ну, кстати, похож. 8000-ник это, да? Это 8000-ник. Он на 4000-го похож. Внешне. Реально похож. Это 8000-ник же был, да? Нет? Ну, Саша Егис, да, перестрелять сложно. Где он у них? Да, 8000-ник это был. Он похож на 4000-го. Правильно, похож. Ну, вот такой бой. Весь бой бегал, как привязанный к этому Аегису, прятался за него. Смело, отважно. Вот. Но в конечном итоге, как бы, что, нормально, раскидали. Главное не забывать про вот этот трюк, который я сделал. Часто я и другие вылезают, чтобы пострелять, а можно откатиться от холмика назад, просто назад, и через него побросать, не теряя хп. Вот об этом многие забывают. И я забываю, и другие забывают. Что-то как-то не знаю почему, но вот. А штука полезная на самом деле. Даже пушки на определенных дистанциях начинают перекидывать. Как-то вот так. Так. Дальновозка. Ну, Сан-Антонио почему не 071? Ришелье, это плохо. А у нас Ришелье нет. А чем мы будем... Что у нас? Что у нас есть? А у нас Аегис. Мы выиграли. Да? У нас Аегис, значит, мы победили всех. Блин, надо все-таки ракеты поменять. Здесь надо что-то побыстрее в плане перезарядки. Так, один светился. Другой засветился. И еще. Что-то куда-то пуляют. Не-а. 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 Где в баню? Давай, Егис, выйди, как ему, напугай его. А, он уже меня испугался. Страшно даже при виде меня. Ладно. Слушай, он даже меня боится, ну что я тут могу делать?
Что-то куда-то полетело. Немножечко. Так, немножечко. Дядь. Кончик ему. В кончик. Ну, а Ягис ему дал в кончик. На все лицо. Ну, не на все, но рядом. Так, ребят, мы стреляем в двоих, но их 5, понимаете? То есть где-то есть еще кто-то. Это они хорошо придумали. Это они хорошо придумали. Друг друга выпихивать. Блин, он развалится вообще или нет, этот дрон-то? Бессмертный какой-то. Он вообще бессмертный, посмотрите, попадания показываются, а толку ноль. Ну вот как с ними? Ну ладно, придется торпедами кидать. Чего мне не могу придумать. Так, они далеко. А у меня картечницы. Надо как-то к ним ближе подлезать. А как к ним ближе подлезешь? Что? Блин, вот эти все большие, страшные. Я тут такой маленький. Симпатичный. Кстати, размен. Это хреново. Знак хреновый. Мне не нравится. Тут. Берем? 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 Берем, гада? Нет, не доберем, гада. О, вот смотрите-ка, тут что-то у нас происходит прям. Страшно-то как. Иди в баню, надоел ты мне уже. Ходим, быстро под берег, господа. Слева противник, работаем. Не, идите нафиг своими стартами, ракет с кораблев, вот это вот все, идите в баню. Баню! Все пошли вон обратно за остров, бегите от моих торпед, прячьтесь. Еще и в нос зашлем. Ничего себе. Было 200 тысяч, уже 1 200 000. Это я столько нахватал. Натырил урона у своих союзников, да? Я мерзкий гад. Оп. Торпеды, это вот все, и вот это вот все, и туда, и вот еще из картечниц. Да, слей ты меня, если хочешь, если от этого легче будет. У тебя все равно. Вон, Мусаши Аегис перед тобой выехал, ты знаешь, что это значит? Что тебе пора... Оу. А откуда эти цифры вообще? Да, это я. А как это я? Эм... Ну, я, конечно, спорить не буду, но... Когда это я? Саша Егис лайк просто за то, что он в бою был и не тупил. Этого вполне достаточно, чтобы Мусаша Егис отыграл решающую роль. Да. У них был басист, смотрите-ка, басистый там всем раздал. Ришельев, ну да. Ришельев, кстати, играл очень странно. Вытолкал союзника, потом сам высунулся на получал. Я так как бы ну, не очень осознал, к чему он, собственно, стремился вообще, и что он хотел этим доказать, показать и сделать. Очень странный геймплей. Вот. Ну и что? В принципе-то как-то все на стрельбе было. Встали, отстрелялись. Они встали, мы встали. Отстрелялись они, отстрелялись мы отстрелялись лучше, получается. Потом вышли сближение, и опять повторилась ситуация. То есть никто не пытался ничего не обмануть, никакого-то маневра сделал, просто лоб в лоб. Мы переиграли. Откуда эти цифры, блин? Ну ладно. Есть и есть, черт с ними. Приветствую, дамы и господа. Ну что, вот и все ранги, в принципе. Вы знаете мое отношение к рангам. Я
не фанат вообще ни разу. И данные ранги, в принципе, этот сезон для меня он не особо отличался. Единственное, что золото и платина внезапно прошли довольно-таки просто. То есть мне везло, я считаю так. Да, на варяге в золоте вообще все шло прям зашибись, несмотря на то, что я играл вроде как на саппорте. Так, где у меня варяг? Вот он мой варяг. Вот, играл на варяге, играл в ПВОшной конфигурации. Вот так вот выглядела сборка, на которой я отыграл большую часть времени. Там были, конечно, нюансы. Здесь я иногда ставил пушку... Где она? 57 миллиметров. Куда подевалась-то, е-мое? Что, потерял, что ли, все? А, вот они обе лежат. 57 миллиметров, да. Ставил иногда эти, но как-то вот, не знаю, по ощущениям это как будто вроде поэффективнее, но со своими заскоками, да. У нее все-таки перезарядка 9 секунд, и ее перезаряжать нужно мануально, ручками. В какой-то момент, когда ты вне боя, иначе можешь оказаться без снарядов и на целых 10 секунд против оппонента. Ну, здесь понятно, несменные. Вертолет я использовал ударный, хотя по-хорошему можно было и мангусту взять, она тоже самолеты сбивает. Ну и вот здесь основная конфигурация была вот такая, как всегда, жринги и римки, но тут иногда были кротоля, я ставил сюда, пытался лазеры какие-то сюда тоже пихать, то есть здесь я игрался. Но вот такой конфигурации я играл на саппорте, и по сути за где-то часовую сессию я проскочил все золото. Вообще полностью все 3 золота, так как я перед этим в ранге не играл, и, как выяснилось, правильно делал, то меня сбросило с квалификации. Мне нужно было, опять же, эту квалификацию проходить. И начинал я с 1-го золота. Опять обычно я начинал с 3-го. Вот. И вот все золото я проскочил на саппорте, на варяге буквально за часовую сессию. Раз, два и все. Что касаемо платины. Платину я проскакивал уже на вот этой машине. Конфигурация выглядела следующим образом. Ракеты. Ядерки, которые мне с Вента вывалились. Повезло. Интересные довольно ракетки. Перезарядка 7,7. То есть ловушки против них не особо работают. Первый залп полетит, конечно, в ловушке, но второй уже... На второй ловушке не успеет перезарядиться. То, что они ядерные, ну, как бы это не особо кого пугает, потому что урон у них не особо большой. Но вот сплэш позволяет сбить, например, ракеты, которые в этот момент пытаются взлететь. Пушка Марк 71, РБУхи, как я уже говорил, бессменные у меня. Тот же самый вертолет. Здесь, кроме Сигм, как бы нет смысла что-то еще и ставить. ПВО вот как раз-таки у меня стояли кротоля и римки. Потому что в основном ПВО рассчитывалось именно на противоракетную оборону. То есть залп ракет по мне летит, и ПВО его сбивает. А второй залп уже можно пробовать, например, снести ловушками. На вот этом кораблике я тоже где-то часа за полтора прошел полностью платину без вопросов. То есть это как-то странноватенько, конечно, для рангов, но я считаю, что если ты в рангах все время проигрываешь, то кто-то же выигрывает. Да? То есть кому-то везет, кому-то не везет. Ну, про отряды я молчу. Отряды это вообще там... Про них нет смысла ничего и говорить. Это совершенно другая игра. Это вообще... Это не то. Да? То есть я все сезоны проходил один, без отрядов. И поэтому вот я и говорю с точки зрения одиночного игрока одного. То есть если ты все время проигрываешь, значит кто-то все время выигрывает. И вот мне повезло попасть к тем, кто все время выигрывал. Ну и бриллианты. Бриллианты я проходил на Ушакове. Здесь было несколько конфигураций, но основная выглядела примерно так. Как видите, тут довольно много практически бессменных вещей. Картечницы, РБУхи 2500, HQ-шки, торпед 62. Вообще бессменная торпеда у меня. Если там пушки я еще менял, я ставил 305 миллиметров.
пытался там изображать из себя мини-линкор. Потом здесь, по-моему, у меня что-то было еще. Москит, кажется, я пытался ставить тоже. Вот. Ну, по ПВО тут понятно. У меня обычно такая вот схема стоит. Здесь римки всегда. Вот здесь что-то может поменяться, но здесь я стараюсь ставить универсалки. И ракетные обязательно 2 штуки. Вот. И там я уже подзастрял малость. Да, там пришлось где-то пару часов, наверное, просидеть сессию. И сливы, и победы, и победы, и сливы. Но все же удалось забороть и бриллиант. До 3-го, как обычно. То есть ранги пройдены. И хрен бы с ними. Ну, в техническом плане, что тут можно о них сказать? Все так же, как и было. Как бы технические разработчики, как бы очень даже честные люди оказались. Они так и сказали, что вот мы там что-то поправили, но не факт, что оно будет работать. И действительно так оказалось. Они все поправили, но при этом ничего не работает. Балансер все так же бьется в истерике и выдает такие сетапы, что игроки впадают в то самое состояние, в котором находится балансер. С другой стороны, эти самые союзники там допускали крайне обидные поражения. Держи. Миньон, давай, наваливай. Ты должен что-то сделать с этим всем. Вся надежда на миньона теперь. Потому что подлодка сольется сейчас к чертям. Блин, миньон крошит, смотрите. Блин, подлодка, блин, тупорылая. Ой, блин, подлодка. Пою-то Бога душу мамашу. Сейчас все было вот на тебе, прям вот на тебе. Если бы ты выжил, мы бы еще могли, но ты решил, что надо сдохнуть. Теперь я один, естественно, не вытяну. С такими тиммейтами играть, я не знаю, себя не уважать. Полмиллиона урона, блин. А толку-то? А толку-то? Бой-то слит. Полмиллиона я, конечно, приврал. Но это так, чисто себя успокоить. Да боже ты мой, я еще и мажу, блин. Зашибись. Какой я классный. А, он тоже машет. Ой, не нафиг. Ну, тут без шансов, конечно. Мне нечем даже отбиваться. Ну, просто, блин. Ну, нахрен он утонул там. В общем, ранги, по сути, не меняются. Не знаю, будут ли они меняться в дальнейшем, но сейчас все так же, и я как бы недоволен потраченным временем. Единственное, что как бы вот, есть надежда, что эта штуковина, из-за которой я в эти ранги попал, она себя все-таки оправдает и будет достойной машиной, на которой можно будет классно поиграть. Как-то вот так. Больше сказать, по сути, о рангах-то и нечего. Потому что они не меняются. Как у вас дела на рангах там? Как вы прошли уже? Нет? Вы еще там? Как в этом плаваете всем? Пишите в комментариях. А у меня на сегодня все. Да и с рангами тоже все. Пойду в тандемы играть. Все. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Не забываем подписаться на канал, проставиться лайком. Всем всего и до встречи.